Привет всем, с вами Катерина и наша еженедельная рубрика «Чего новости?». Новости Турции, туризма, а также турецких звезд. Сегодня нас ожидает очень интересный выпуск. Билл Гейтс переезжает в Турцию. Что хочет скрыть Бурак Денис? Справится ли с новой ролью Акын Кунузу? Неслихан Атагюль и Кадир Доулу сделали то, о чем долго мечтали. Берен Саад станет певицей? Страсть Ханде Эрчел. Есть ли новые проекты у Керема Бюрсина? Как день рождения Джана и Мана праздновали практически всем Римом? Обо всем об этом и не только в нашей любимой рубрике «Чего по звездам». Погнали! Наш список документов, необходимых для того, чтобы приехать в Турцию, а я еще раз напомню о необходимости получения хес-кода. Что такое хес-код, где он пригодится и как его получить, я более подробно рассказываю вот в этом видео. Город Стамбул пленяет своей историей с начала основания. Мегарцы были первым историческим народом, поселившимся на территории современного Стамбула. В 680-х годах до нашей эры они мигрировали из Греции, прошли через Мраморное море и основали город Халкидон. Сейчас там находится район Кадыкёй. Первые жители Халкидона были землевладельцами. Позже, в 680-х годах до нашей эры, другая группа мегарцев решает основать город и идут к Дельфийскому оракулу за советом. Оракул сказал, что Византий станет великим правителем, и помнить будут о нем еще очень много поколений. Оракул также сказал о том, что селиться ему нужно будет прямо напротив слепых. В тот момент Византий не знал, о чем идет речь. После долгих поисков они подошли к берегу современного района Сарай-Бурну. Мегарские колониалисты были впечатлены тем, что полуостров находится на холме, и тем фактом, что он был естественным образом защищен морем с трех сторон. И увидели на противоположном берегу город Халкидон. Как говорит история, Византий сказал тогда: люди, которые основали город на азиатской неплодотворной земле, с учетом того, что на противоположном берегу есть такое восхитительное место, должны быть слепы. Византия стала одной из самых великих государств. И благодаря Византию, который основал город Константинополь, мы живем по сей день. Что сказать, Дельфийский оракул был прав. Анчоус на турецком языке называется хамси. В прошлом году улов был небольшой, зато в этом году в изобилии. Сейчас анчоусы продаются по цене от 10 до 15 лир за килограмм. В некоторых провинциях цена на рыбу упала до 5 лир. Рыбаки, ловящие рыбу побережья Амарсы, Бартын, ночью вернулись в гавань с тоннами анчоусов. Рыбу прямо в порту распаковывали в ящики, грузили на машины и отправляли в ближайшие провинции. Жителям города, пришедших в порт, бесплатно раздавали анчоусы. Люди наполняли бесплатной рыбой тазы и мешки и благодарили рыбаков. Турцию и Стамбул уже как неделю накрывает очень густой туман. Из-за низкой видимости были перенесены много рейсов, а также на дорогах и на воде был введен чрезвычайный режим, который сохраняется уже более недели. Зато как красиво смотрится сверху. Всем, кто приезжает в Турцию и не знает, каких же гостинцев привезти, помимо лукума и турецких специй, я рекомендую нар-соус, что переводится как гранатовый соус. В районе Газиантеп Одузли начался сбор урожая граната, а соответственно и производство гранатового сиропа. Из 20 тысяч тонн граната получится 10 тонн сиропа. Урожай разделяют на кислые и сладкие плоды. Гранат очищают и делают из него сок. Далее сок чистят от жмыха, и только после многочасового кипячения сок приобретает консистенцию сиропа. Такой сироп не просто вкусный и полностью натуральный, но и имеет кладезь полезных веществ. Один из самых красивых и древних монастырей, который вошел в наследие ЮНЕСКО – монастырь Сумела. На этих кадрах видео 50-летней давности. Так монастырь Сумела выглядел в 1971 году. Как вы видите, он практически полностью разрушен. За это время правительство Турции на славу потрудилось для того, чтобы отреставрировать монастырь. Летом состоялось его торжественное открытие. Однако на этой неделе экстренно монастырь был закрыт для посетителей в целях безопасности, чтобы закрепить скальный массив на склоне, который находится прямо на входе. Монастырь планируют открыть не ранее 31 января 2022 года. Однако туристы, туроператоры и дирекция монастыря против полного закрытия. Сейчас рассматривается вариант, чтобы открывать монастырь на пару часов в день. Стамбул – один из самых густонаселенных столиц мира. Официально здесь проживает более 20 миллионов человек. Еще плюс как минимум 10 неофициально. Ко всему прочему, Стамбул посещают примерно 1 миллион туристов каждый месяц. Проблема мусора здесь актуальна как нигде. Мусор Стамбула превращают в электричество. Более чем 190 тысяч домов уже обеспечены мусорным электричеством. В 2040-х годах планируется обеспечить энергией примерно 10% от 20-миллионного населения Стамбула.
Знакомьтесь, это турецкий хатико. Немецкая овчарка Феро не уходит с могилы своего хозяина. Амер Гювен взял Фера 11 лет назад, но его не стало на 92-м году жизни. Сын Амера Джош Кун сказал: «Мы хотели забрать Фера домой, однако он не пошел с нами. Он не оставил гроб после смерти своего хозяина. Он не ушел, когда толпа разошлась. Он пролежал на могиле несколько часов и продолжает быть с хозяином уже более недели». Билл Гейтс переезжает в Турцию. Американский миллиардер Билл Гейтс, который долгое время пребывает на своей яхте на территории Турции в Эгейском море, планирует приобрести здесь землю и развести ферму. Согласно статье New York Post, на конференции ООН по изменению климата в Глазго, Шотландия, Гейтс обещал выделить $135 миллионов в помощь фермерам, чтобы вырастить устойчивые к климату культуры. Он отметил, что деньги пойдут в семейный консорциум, который помогает фермерам адаптироваться к изменяющимся климатическим условиям. Между тем, Билл Гейтс уже владеет 22 гектарами земли на территории Турции. А что же у нас творится там, на нашем звездном небосклоне? Дорогие мои хорошие, я бы хотела поблагодарить каждого из вас, кто ставит лайки, подписывается на канал, а также пишет комментарии. Вы знаете, что я всегда вам отвечаю, и для меня это большое удовольствие общаться с каждым из вас. Благодарю вас еще раз. А для моих новых зрителей я напоминаю, что в рубрике «Чего новости», а также «Чего по звездам» отображаются мнения турецких СМИ, а также турецких граждан, а не мое личное. Долгожданный сериал «Азиз» наконец-то показали. В пятницу вечером турецкие граждане могли увидеть уже первую серию. Не люблю рассказывать о сюжете заранее, но скажу вам честно, мне первая серия очень понравилась. «Азиз» занял первое место в категории АБЦ-1. И судя по комментариям в социальных сетях, зрители очень сильно довольны гармонией главных актеров. В группе ЕС сериал расположился на 3-м месте. Сериал Fox TV «Любовь, разум, месть» считается одним из самых лучших романтических сериалов этого сезона. Однако же сценарий начал подвергаться критике за то, что его сюжет начал превращаться в драму. Сценаристы быстро исправили эту ситуацию и вернули сериал к былым временам романтической комедии. Одна из главных актрис этого сериала, Burcu Özberk, дала интервью после мероприятия, на котором она и ее друзья собрались вместе, чтобы отпраздновать успех сериала. Burcu также сказала, что ожидала такого успеха еще до начала проекта. Когда история затрагивает что-то внутри нас, мы определенно получаем награду. Как я поняла из ваших комментариев, очень много моих зрителей смотрело сериал «Чудо-доктор». Синем Юнсал, которая играла Назлы в сериале «Чудо-доктор», стала одной из главных актрис в драматическом сериале Fox TV под названием «Возможно, однажды». И в это воскресенье вышла уже первая серия. Сериал «Три Куруши» также на этой неделе вышел в эфир. В отличие от сериала «Азиз», который сорвал первое место, сериал «Три Куруша» был менее успешным, но тем не менее занял хорошие рейтинги и расположен на 3-м месте в категории АБЦ-1 и первое место в социальных сетях. Однако не обошлось без критики. Сина Кололу, кинокритик уважаемой газеты «Милиет», написала в своей колонке: «Какое совпадение! Я недавно смотрела итальянский сериал «Субура» на Д Смарт. Это было так, как если бы местный брат цыганской мафии и его семья были бы в 3 курушах. Получилась очень домашняя обстановка. Проблема 3 куруш заключается в колебании между «давайте сделаем это реалистично» и «давайте обратимся к аудитории». Пожалуйста, напишите в комментариях, верно ли заявление кинокритика. Сериал «Девушка за стеклом» по-прежнему занимает первое место во всех категориях. И некоторые СМИ начали писать какие-то странные вещи о том, что главная героиня сериала Бурcu Беричик скоро уйдет из сериала, и ее может заменить Неслихан Атагюль. Но, скорее всего, это утка, так как в моих проверенных источниках я такой информации не нашла. К гонке сериалов четверга, в которые входят такие сильные соперники, как «Барбаросса», «Однажды в Чекюрово», а также «Девушка за стеклом», присоединился еще один сериал телеканала Fox TV. Его название «Гости». В главных ролях Хазал Кая и Бюргя Гюльзой. Молодая девушка стала причиной гибели женщины в дорожно-транспортном происшествии, у которой было 3 детей. Молодая девушка пытается покончить жизнь самоубийством, чтобы избавиться от мук совести и своих проблем. Семья умершей женщины будет надеждой на то, что девушка снова обретет смысл жизни.
Однако по мере выхода трейлеров сериала публика начала испытывать разочарование. Обвинения в основном были направлены против телеканала Fox TV. Многие начали говорить о том, что сериал «Гости» ждет такая же участь, как и сериал «Лжецы и их свечи». Поживем увидим, пока сказать нечего. Еще один сериал Fox TV «Чужая девушка» занимает отнюдь не самые хорошие рейтинги. Многие турецкие зрители говорят о том, что они даже и не стали смотреть сериал, так как они уже не доверяют каналу. Сейчас сериал «Чужая девушка» выпустил уже 3-ю серию. Закроет ли Fox TV очередной сериал? Посмотрим. Так как мне кажется, если они закроют еще один сериал на таком коротком сроке, есть вероятность того, что они потеряют еще большее количество аудитории. Если среди моих зрителей поклонники творчества актера Акын Окунузу, у меня для вас есть очень хорошие новости. Первый трейлер сериала «Игры моей судьбы» уже вышел. Сюжет сериала таков. Асие, которая играет Öykü Караэль, воспитывала мачеха. Когда ей исполнилось 17 лет, Асие встречает Джемаля, который играет Акын Окунузу, и выходит за него замуж. У пары родились 2 детей, но у семьи есть очень большие финансовые проблемы. Джемаль оставляет жену и 2 детей ради лучшей жизни. Богатая женщина по имени Хелин соблазняет Джемаля и отделяет его от своей семьи. Асия начинает борьбу за жизнь со своими 2 детьми. Во время этой борьбы за жизнь Асия встречает Махира, и ее судьба внезапно меняется. Пока неизвестно, когда сериал выйдет в эфир. Турецкие фанаты актера Акына Окунузу не уверены в том, что Акын сможет перейти в новую роль, так как он им очень сильно понравился и запомнился в роли Мирана в «Ветреном». Мы поняли мнение турецких поклонников, а что же думаете вы по этому поводу? Сможет ли Акын сыграть бедного таксиста? Про главных актеров сериала «Сказка острова» можно с уверенностью сказать о том, что сериал пошел на пользу им обоим. Сериал стал успешным, хотя и в эфирных рейтингах занимает минимальные показатели. Тем не менее, сериал и оба актера держатся на пике популярности в социальных сетях. Альп Навруз за это время стал лицом французского бренда косметики Ифрашет Турки, а также представил новую коллекцию de facto. Айча Айшин Туран также продолжает расти в своей карьере. Актриса получила очень хороший показатель в международном актерском рейтинге IMDb и заняла 252 место среди более чем 11 миллионов актеров, зарегистрированных на этой платформе. Это, конечно же, поможет Айче Айшин Туран открыть двери в международную карьеру. Кенан Имирзалиоğlu заявил, что он не будет принимать участие в продолжении цифрового проекта «Алев», в котором он снимался год назад. Кстати, в новом сезоне примут участие такие актеры, как Айбуке Пусат и Танер Олмес из «Чудо-доктора». Кенан объяснил о том, что готовятся разные проекты, и он сейчас находится в процессе оценки. Нет такого проекта, о котором я могу с уверенностью сказать, что я буду принимать в нем участие. Синем Кобал и Кенан Имирзалиоğlu состоят в счастливых отношениях с момента их свадьбы в 2016 году. У них совсем недавно родилась дочка, которую назвали Лалин. СМИ на этой неделе начали активно писать о том, что актриса Синем Кобаль находится на 3-м месяце беременности. Кто это пишет, с чем это связано и как это аргументировано, к сожалению, никакой информации не нашла. Так что правда это или нет, нам станет понятно немножечко попозже, месяца так через 4. Неслихан Атагюль и ее муж Кадир Доулу наконец-то реализовали свою мечту. Пара работала над этим проектом более года. И на этой неделе они наконец-то открыли офис своего пиар-агентства. В своей компании они будут предоставлять услуги брендам, такие как пиар и реклама. Ну что ж, за пару можно искренне порадоваться. Несколько выпусков подряд вы меня просили рассказать о актере Фуркане Андыче. Прошу прощения, действительно, я забывала. Исправляюсь. Фуркан Андыч начал сотрудничеством с брендом мобильных телефонов Xiaomi Турции. А также Фуркан на этой неделе принял участие в шоу Trends My Friends. Выпуск телешоу идет больше часа, и, к сожалению, я обо всем рассказать не смогу. Но расскажу самое главное, куда же делся Фуркан. Когда актера спросили о том, куда же он пропал, он сказал о том, что очень сильно хотел отдохнуть от съемок. Сначала я думал, что начну заниматься своим образованием, потом чем-то еще. Сейчас я начал играть на саксофоне. Вот так вот год и прошел. Я уверена, что среди моих зрителей есть поклонники творчества актрисы Серенай Сарыкаев. Актриса на этой неделе представила новую коллекцию турецкого бренда одежды Mavi.
а также снялась для обложки журнала Harper Bazaar Turkey. Параллельно она принимает участие в съемках сериала для Netflix под названием «Шахмаран». Ее коллега по сериалу Бурак Денис не просто красивый актер. Бурак имеет очень доброе и большое сердце. Согласно сообщению газеты «Поста», Бурак помог компании, которая кормит бродячих собак в лесах. На этой неделе они оказались в очень сложной ситуации и обратились за помощью в социальных сетях. Бурак Денис не смог проигнорировать этот призыв о помощи и отправил в ассоциацию более чем 50 больших пакетов с кормом. Стало известно, что Бурак Денис регулярно помогает приютам, а также ассоциации помощи животным, но он не хочет, чтобы об этом много говорили, и просит ассоциации не разглашать этот факт. Мне кажется, что 90% людей, которые начинают смотреть турецкие сериалы, начинали с сериала «Великолепный век». Халид Эргенч, который играет султана Сулеймана, стал папой в 3-й раз. Его жена Бергюзар Корел наконец-то родила малышку. Девочку назвали Лейлой. После родов стало известно, что малышка и ее мама чувствуют себя хорошо. Халид Эргенч не оставил свою жену во время родов. И оба сына Али и Хан ждали появления сестренки в больнице. Секундочку, сейчас самое лучшее время поставить лайк, прокомментировать это видео, а также подписаться на канал, если вы этого почему-то еще не сделали. После неудачного сериала «Лжецы и свечи» очень приятно видеть Элчин Сангу в приподнятом настроении. Актриса перекрасила волосы и вернулась в свой родной цвет – в рыжий. Ибрагим Челикол на этой неделе отправился в Стамбул на день рождения своего сына Али. Праздник отмечали в лесу с большим количеством народом, а также аниматорами. Берен Саад со своим мужем Кинаном Доулу на этой неделе посетила премьеру сериала «Клуб». Пара, которая переживала трудности в браке ранее, сейчас повсюду вместе. И, конечно же, радует своим счастьем поклонников. В СМИ говорилось о том, что Берен готовится записать собственные песни на английском языке. Когда репортеры спросили ее об этом, ни актриса, ни ее муж на эти вопросы отвечать не стали. Наконец-то вышла статья Ханде Эрчел для журнала InStyle. Ханде уже в 3-й раз снялась для обложки этого журнала. Ханде рассказала о том, что ее самая большая страсть – это рисование. Также ее спросили про ее племянницу Айлин Мави. Вы привыкли быть тетей? Как это иметь племянницу? На самом деле, когда я узнала, что у моей сестры будет ребенок, и чувство, которое у меня возникло с рождением Айлин, было совершенно нереальным. После родов, когда вы впервые видите ребенка, а также чувствуете его запах, это переворачивает весь ваш мир. Айлин Мави – привилегированный ребенок, потому что у нее такая же мать, Гамзе. И засмеялась. Что это значит? Непонятно. Кто знает, пожалуйста, напишите в комментариях. Мне будет очень полезно. Также Ханде спросили по поводу секрета долгих отношений. Будь то парень, либо ваш друг, неважно. Самое важное для отношений – это сохранять уважение к друг другу. Как вы думаете, когда у вас появится новый проект? И есть ли люди, с которыми вы консультируетесь? Новый проект – это работа, которая может изменить и улучшить меня. Если я увижу такой проект, конечно же, я скажу «я в деле». Иногда поиски этого проекта занимают минуту, а иногда несколько месяцев. Речь идет о связи, которая формируется между актером и его персонажем. Команда, с которой я работаю и с которой я консультируюсь, думает обо всем раньше меня. Ханде попросила своих поклонников сделать пожертвование в ассоциацию за свободную жизнь от рака вместо подарка на ее день рождения, который состоится 24 ноября. Ханде исполнится 27 лет. Героизм требует большой ответственности и преемственности. Я хочу коснуться 1000 жизней, огромным счастьем и надеждой. Давайте же станем героями для кого-то. Керем Бурсин и Ханде Эрчел со своими близкими друзьями посетили баскетбольный матч. Не просто так, а из-за того, что Керем давал интервью в Анадолу Эфес студия. Что бы вы посоветовали всем тем, кто хочет сделать успешную карьеру? Просто поверьте в себя. Вы можете встретить много людей, которые в вас не верят. Я сталкивался с множеством таких случаев. И если вы верите в себя, если вам нравится то, что вы делаете, и если вы будете прилагать максимум усилий, тогда все у вас получится. Есть ли у вас новые проекты? Есть цифровые проекты и проекты национальных каналов, с которыми я сейчас контактирую. Также Керем сказал о том, что хочет быть полезным обществу и хочет работать в сфере защиты прав женщин. Керем, кстати, уже не первый раз говорит о том,
что хочет бороться за права женщины. В Турции, конечно, эта проблема очень сильно актуальна. Очень хорошо, что актеры несут какую-то положительную социальную позицию. Ну и, конечно же, новости Джана Ямана. Многим актерам нужно поучиться у Джана Ямана. 7 ноября в 15 часов Джан встретился со своими поклонниками в Чиначита Уорлд, чтобы отпраздновать свой предстоящий день рождения. Напомню, что день рождения Джана 8 ноября, и актеру исполнилось 32 года. День, посвященный солидарности с целью предоставления детям из педиатрического отделения поликлиники Умберто I в Риме, это было первое из серии мероприятий, организованных ассоциацией Джан детям. Любой желающий мог помочь детям. Для этого необходимо было приобрести билеты вот на этом сайте. Билеты стоили вполне приемлемую сумму для Италии. Стоимость билета для взрослого человека составляла 27 евро. Для детей 22. В течение дня можно было встретиться с Джаном и внести тем самым свой вклад в пожертвование. На пригласительных на мероприятие Джан написал: «Какая моя самая большая мечта – это увидеть, как дети, госпитализированные в больницу, возвращаются к игре». Мне кажется, что это очень благородный и красивый поступок со стороны Джана. Представьте, у вас день рождения, и единственное, скорее всего, что вам хочется, это просто отдохнуть. Он же простоял много часов подряд на ногах, раздавая автографы, а также делая фотографии со всеми желающими. Мне кажется, это ни разу не легко. Каждому нужно улыбнуться, с каждым нужно поговорить и подарить каждому пришедшему частичку своей энергии. Позже Джана поздравили его коллеги. Они приготовили для него такой вот красивый большой торт, аплодировали, а также пели ему песню. Мне кажется, Джан немножко даже смутился. Джан, если ты вдруг смотришь это видео, чем черт не шутит, поздравляю тебя с днем рождения, ты очень большой молодец. Пишите комментарии, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Увидимся с вами уже очень скоро, а сейчас хорошего вам дня!